Ford Mustang – это целый культ. Небольшой спортивный купе с агрессивным внешним видом знает во всем мире. Отныне Mustang – это еще и кроссовер, причем электрический. Премьера новинки под названием Mustang Mach-E состоялась на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Такое наименование – отсылка к самым мощным модификациям спорткара Mustang первого поколения. Самая доступная версия новинки с приводом на заднюю ось обойдется покупателям в $43 тысячи, что дешевле ближайшего конкурента Tesla Model Y от $47 тысяч. А по динамике заряженный Mach-E GT превосходит Porsche Macan Turbo. Mustang построен на новой платформе, которая вскоре ляжет в основу и других электрокаров компании – Global Electrified 2, которая является модернизированной версией архитектуры C2, используемой моделями Focus и Kuga. Спереди стойки McPherson, а сзади многорычажная подвеска и стабилизаторы поперечной устойчивости. В топовых версиях электромобиль получил адаптивные амортизаторы. Покатая линия крыши, напоминающая профиль купе, появилась благодаря черным пластиковым накладкам поверху боковин, которые переходят в спойлер пятой двери и визуально скрывает собой гребень высокой крыши над задними местами. Вся оптика электрокроссовера светодиодная. Во внешности прослеживается родство с кроссовером Ford Kuga, хотя Mach-E больше и построен иначе. По размерам он близок к Mercedes GLC Coupe. Колесная база 2984 мм. Длина 4712 мм, высота 1597 мм. Клиренс составляет 145 мм у обычного кроссовера и 135 мм у GT-версии. У кроссовера два багажника. Объем заднего 821 литр под полкой и 1688 литров при сложенных задних креслах. Еще один отсек объемом 135 литров находится под капотом. Вместо дверных ручек кнопки на стойках крыши. После их нажатия двери немного выпрыгивают из проема. Mach-E будет оснащаться дисками от 18 до 20 дюймов, алюминиевыми суппортами Flexira Brembo. А в интерьере узнать Mustang можно лишь по едва заметным симметричным крыльям на передней панели. Дисплей приборов горизонтальный на 10,2 дюйма, центральный вертикальный на 15,5 дюйма. Дизайн интерфейса строгий и эмоционально нейтральный. Платформа SYNC4 сделала шаг вперед и теперь обладает завидной гибкостью. Например, подключить телефон по протоколу Apple CarPlay можно без кабеля и при этом одновременно пользоваться навигацией автомобиля и музыкальным интерфейсом iPhone. Электрокросс можно оснастить пакетом систем безопасности Copilot 362.0. У Mustang Mach-E будет две заднеприводные модификации. Базовая оснащается батареей на 75,7 кВт и 255-сильным агрегатом, а также более емким аккумулятором на 98,8 кВт-часа и мотором мощностью 282 силы. Кроме того, в линейку войдут полноприводные варианты с теми же батареями и 332-сильной установкой. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 340 до 600 км, а разгон от 0 до сотни от 7 до 5,5 секунд. Что же касается самого мощного Mustang Mach-E GT, в состав установки которого войдут два электромотора с суммарной мощностью 465 сил, ему положен аккумулятор емкостью 98,8 кВт-часа. Запас хода на 500 км, заявленное время разгона с 0 до 100 км в час 3,5 секунды. Функция сверхбыстрой зарядки Mach-E не поддерживается. Максимум 150 кВт при заправке постоянным током. Фордовцы объясняют это тем, что в 80% случаев электромобиль все равно заряжается дома, и разумнее будет предложить клиентам выбор из разных домашних станций. Модель уже доступна для заказа. На первом этапе Ford выпустит на рынок ограниченную серию Fast Edition с полным приводом, панорамной крышей с инфракрасной защитой и расширенным списком оборудования. Стоимость такого исполнения $59 900. До автосалонов модель доберется к концу 2020 года и появится одновременно в США, Китае и Европе. Делитесь в комментарии своим мнением о новом Mustang Mach-E, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.